Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос рвоты у собак и кошек. Рвота у собак и кошек явление достаточно частое и всегда вызывает беспокойство и массу вопросов у их владельцев. А почему она возникла? А что надо делать? А надо ли ее лечить или не надо? А не является ли она предвестником какого-то более серьезного заболевания? Все сразу переносят это состояние на себя. Ведь у каждого человека когда-либо была рвота. И все помнят эти отвратительные ощущения при ее позывах. Об ощущениях, которые испытывают животные при рвоте, я не знаю. Но по их виду тоже можно сказать, что они тоже не самые приятные. Рвоту у собак и кошек условно можно разделить на два вида. Первый — это рвота, которая выполняет защитные функции. Такая рвота бывает при попадании в желудок или кишечник животного, чего-то им не свойственного. И таким образом организм пытается от него освободиться. Хищники, особенно собаки, сначала хватают и глотают все, что посчитают подходящим. И это нормально для хищных животных. А потом, когда животное находится в безопасном месте и в спокойной ситуации, организм уже сам определяет, а надо ли ему это или нет. Если организм определил, что это доброкачественная пища, то происходит дальнейшее ее переваривание. А если организму это не надо, например, собака проглотила некачественную пищу, то происходит рвота и желудок очищается от лишнего. Животному особо думать и не надо. Все происходит в автоматическом режиме. Вот получается такая своего рода автоматическая коробка передач. Хорошо развит рвотный рефлекс также и у кошек. Кошка постоянно себя вылизывает и при этом огромное количество шерсти заглатывается. По достижению определенного количества кошка отрыгивает эту шерсть. Рвота также может быть и у собак, и у кошек при поедании какой-то непривычной пищи, при резкой смене рациона. То есть кормили сначала одним кормом, а потом дали другой корм. И животное сначала наелось такого корма, а потом вырвало. Рвота может быть также при переедании. Это вообще достаточно частое явление. Или другая ситуация. Животное хорошо покушало, а на улице жарко. И если еще и воды было недостаточно, то тоже очень часто бывает рвота. Также рвота возникает, если животное подавилось какой-то пищей или предметом. Все это проявление физиологической рвоты. И эти случаи даже не стоит автоматически переносить на человека. То есть животное с легкостью заглатывает пищу и с такой же легкостью ее отрыгивает. Так природа устроила хищника. Таким образом она облегчила им жизнь. Все эти случаи объединяют одно. Как правило, это разовые случаи, и они не изменяют поведение животного. То есть животное вырвало и играет дальше, как будто бы ничего и не было. Содержимое рвоты в таком случае практически без каких-либо посторонних запахов. Если же животное бегало, а потом ни с того ни с сего началась рвота, да плюс к этому еще и понос начался, то это указывает на то, что у животного отравление. При таком состоянии, чем больше животное вырвет, тем лучше прочистит желудок. Я уже в одном из своих видео рассказывал, как лечить отравление. Не буду сейчас останавливаться на этом. В этом случае, если вовремя принять все меры, то симптомы отравления можно быстро устранить. При физиологической рвоте, которая не представляет угрозы для здоровья животного, а наоборот помогает ему быстрее прийти в норму, ничего делать не надо. Просто проследите, чтобы у животного был доступ к свежей воде, но насильно заливать ее не надо. Второй вид рвоты — это рвота, которая возникает при тех или иных заболеваниях животного. Причем следует отметить, что таких состояний настолько много, что все случаи не то что перечислить невозможно, а даже будучи опытным врачом, очень сложно по одной только рвоте догадаться, чем это вызвано. Например, рвота может быть и при воспалении легких, и при почечной недостаточности, и при диабете, и при онкозаболеваниях в том числе. Список этот можно продолжать до бесконечности, ведь рвота — это естественная рефлекторная реакция организма на какой-то токсин, который есть в организме животного. Это происходит так, что при любом заболевании, подчеркиваю, при любом заболевании, в организме животного накапливаются какие-то токсины, которые циркулируют в крови и потом попадают в головной мозг, где раздражает рвотный центр, который есть в мозгу животного. И потом рвотный центр дает команду на возникновение рвоты, чтобы, по его пониманию, побыстрее избавить организм от токсинов, которые он обнаружил. Ведь
основное предназначение рвоты, как я уже сказал, это избавление организма от разных токсинов, которые попали в организм извне или образовались в организме в результате какой-то болезни. Поэтому, как вы понимаете, что практически при любом заболевании может быть рвота. По этой причине рвоту нельзя рассматривать как отдельное заболевание и пытаться ее лечить отдельно, ведь она является симптомом других болезней и нарушений. Всегда важно установить причину рвоты, которой она была вызвана. Самое главное, надо вовремя различить, когда у животного физиологическая рвота, а когда патологическая. Физиологическую рвоту как защитную функцию организма от патологической рвоты отличает в первую очередь разовость. То есть животное вырвало и дальше ведет себя как будто бы ничего и не бывало. При патологической же рвоте животное ведет себя беспокойно. Рвота происходит с какой-то периодичностью, может проявляться от нескольких раз в сутки до нескольких раз за час. Частота повторений рвоты зависит от возникшего заболевания. Рвотные массы могут иметь разный цвет и зачастую имеют зловонный запах. Еще раз подчеркиваю ваше внимание, что рвота – это симптом, это не заболевание. Поэтому лечить рвоту не имеет смысла. Надо побыстрее устранить причину, которая вызвала эту рвоту. Да, существуют противорвотные препараты, например, тот же Церукал, но применять его в домашних условиях без назначения ветврача я не рекомендую. Если возникла частая повторяющаяся рвота, то сначала надо посадить животное на голодную диету и минимум сутки из пищи ничего не давать. Потом, если животное проявит аппетит, то на следующие сутки можно давать какую-то легкую пищу типа вареного риса или картошки, нежирное мясо, обезжиренный творог. Такие меры помогут, если у животного есть какое-то легкое отравление. Но если, несмотря на все ваши усилия, рвота все равно не прекращается, то выход один – побыстрее обратиться в ветклинику. Помните, что если у животного есть рвота, даже физиологическая, то наблюдать за животным надо более внимательно. Если, например, животное уже несколько суток не ходило в туалет по-большому, то есть у него не было акта дефекации, и у него началась рвота, то это может указывать на возникшую непроходимость кишечника. В таком случае на начальном этапе животному может помочь и клизма. Клизму дома сделать это не проблема. Если сделали клизму и симптомы сразу прошли, и рвота прекратилась, а у животного появился нормальный стул, то это значит, что все сделано правильно и вовремя. Если симптомы не исчезли, то надо обратиться в ветклинику, чтобы опытный врач сделал пальпацию стенки живота животного, а при необходимости назначил и рентген, чтобы можно было убедиться в отсутствии закупорки кишечника. При отравлении у животного наряду с рвотой будет и понос. По поводу того, как поступить в этом случае, есть отдельное видео. Смотрите. Внимательно наблюдать за животным надо не только при рвоте, а вообще всегда. Что оно ест, что пьет, как ходит в туалет, как часто. Чем больше физиологических параметров вы будете наблюдать и запоминать, тем быстрее ветврач поставит точный диагноз. Животное же говорить не умеет. Что касается профилактики нежелательной рвоты, то всегда следите за тем, чтобы собака на улице не хватала в рот первый попавшийся предмет. Не меняйте резко рацион, избегайте запоров. Также рвоту у животных могут вызвать и сильные эмоциональные состояния. Причем не только эмоции страха, но и эмоции радости в том числе. Например, в ветклинику животное привезли, и если, не дай бог, при предыдущем его посещении животному делали какие-то болезненные манипуляции, то при повторном посещении у животного от страха тоже иногда бывает рвота. Или наоборот. Животное дома сидело одно длительное время, а тут пришел хозяин и начал его кормить и играть с ним, то от избытка положительных эмоций у любимца тоже может возникнуть рвота. Как правило, рвота на эмоциональной основе чаще всего встречается у собак. Что касается кошек, то им надо периодически давать препараты, которые выводят шерсть из организма, так как иногда организм кошки самостоятельно не справляется с выведением шерсти, и при этом происходит закупорка кишечника. Вот и все, что касается основных моментов, которые надо знать при возникновении рвоты у собак и кошек. Еще раз подведу итог, что рвота у животных в большинстве случаев это нормальное явление, которого бояться не надо. Это одна из защитных функций организма. Но надо быть всегда бдительным и следить, с чем это связано.
чтобы не упустить момент начала рвоты, связанный с возникновением какой-то патологии у животного. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!